Шестой с начала года старт ракеты-носителя «Протон» намечен на середину октября. На орбиту он выведет турецкий 5-тонный космический аппарат связи «Турксат-4Б». Предыдущий старт «Протона» состоялся 14 сентября. Тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту российский спутник связи «Экспресс». Ученые предсказали один из самых мощных взрывов во Вселенной. Связано это со слиянием двух сверхмассивных черных дыр в созвездии Девы. Однако произойдет это через миллион лет. Представить, как взрыв повлияет на Солнечную систему, пока трудно, ведь расстояние до черных дыр — 3,5 миллиарда световых лет. — 28 сентября произойдет лунное затмение. Земля выйдет на одну линию между Луной и Солнцем, и наш естественный спутник приобретет кроваво-красный цвет. Это второе лунное затмение в этом году, однако нынешнее уникально. Луна на минимальном расстоянии от Земли, и ее размер визуально покажется больше обычного. Такое совпадение в следующий раз произойдет в 2033 году. Затмение на территории европейской части России будет видно в утренние часы. Затмение будет глубокое, Луна достаточно хорошо погрузится в тень. Максимальная фаза в 5 часов 47 минут по московскому времени. То есть надо будет встать пораньше утром и как-то обустроить хорошую погоду, что в сентябре бывает сложно. В ближайшие 4 года с космодрома Куру во французской Гвиане в космос стартует 25 ракет-носителей «Союз-СТ». Первый запуск российской ракеты-носителя с территории экваториального космодрома Франции состоялся в 2011 году. Ситуация такая. До меня лететь не менее 4 лет. Мне надо получить воду и вырастить урожай на планете, где не растет ничего. Космонавтам и астронавтам на МКС показали фильм «Марсианин» накануне его официальной премьеры. Я величайший агроном на этой планете. Скотт Келли в своем твиттере написал: «Мы посмотрели фильм про покорителей Марса, а теперь сами будем делать эксперименты, посвященные будущим полетам на Красную планету». На снимке Энцелад — ледяной спутник Сатурна. Изображение сделано из 28 фотографий, полученных космическим аппаратом Кассини. Под поверхностью Энцелада — океан. Справа тектонический разлом Лаптайд глубиной 1 километр. Фотограф Хартвик Лютон снял пролеты МКС на фоне Солнца. Вверху — раскадровка первого пролета, который длился всего доли секунды. Внизу — второго, через 1,5 часа после полного оборота станции вокруг Земли. Ландшафт карликовой планеты Плутон с горами, окружающими ледяную равнину с названием «Спутник». Снимок сделан аппаратом «Новые горизонты» с расстояния 18 тысяч километров. — 24 сентября 1970 года возвращаемый аппарат станции «Луна-16» совершил мягкую посадку в Казахстане. Впервые автоматический аппарат доставил на Землю капсулу с грунтом из лунного моря изобилия. Спускаемый модуль Луны-16 весил 2 тонны, а возвращаемый — 500 килограммов. Самая близкая комета, которая когда-либо приближалась к Земле — Лекселя. В 1770 году она прошла на расстоянии 2 миллионов километров от нашей планеты. Комета Лекселя была открыта астрономом Шарлем Месье, однако имя получила в честь Андрея Ивановича Лекселя, русского астронома, который точно определил ее орбиту. После этого комету не видели, астрономы считают ее потерянной.
Роскосмос и Европейское космическое агентство готовят к запуску станцию «ExoMars» с орбитальным зондом и испытательным посадочным модулем. Автоматическая станция будет запущена ракетой «Протон» весной следующего года. Часть научного оборудования для марсианской миссии разрабатывается в Институте космических исследований. О будущей экспедиции в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.